Лондонская мирная конференция 1912-1913 годов. Лондонская мирная конференция 1912-1913 годов, также она известна как конференция послов, была международным саммитом 6 великих держав того времени – Австро-Венгрии, Франции, Великобритании, Германии, Италии и России, созванным в декабре 1912 года в связи с успехами Балканского союза или Балканской лиги на Балканах, выступающей против Османской империи в Первой Балканской войне. В частности, конференция была намерением провести арбитраж или вынести третейское решение между воюющими державами относительно территориальных приобретений, а также определить будущее Албании, независимость которой была провозглашена в ходе конфликта. Перемирие, положившее конец Первой Балканской войне, было подписано 3 декабря 1912 года. На Лондонской мирной конференции присутствовали делегаты от Балканского союза, Балканской лиги, включая Грецию, а также от Османской империи. Конференция началась в сентябре 1912 года в Сент-Джеймском дворце под председательством сэра Эдуарда Грея. Дальнейшие заседания конференции проходили 16 декабря 1912 года и закончились 23 января 1913 года, когда произошел государственный переворот в Османской империи, известный также как набег на Великую Порту. Лидер государственного переворота Энвер Паша отозвал Османскую империю с конференции. 30 мая 1913 года в отсутствие Османской империи участники конференции подписали Лондонский мирный договор. Соглашение, согласно которому Османская империя отказывалась от всей территории к западу от линии Энос-Мидия. После долгих обсуждений послы 29 июля 1913 года приняли официальное решение о создании княжества Албания в качестве суверенного государства, независимого от Османской империи. Из-за давления со стороны Греции и Сербии в результате принятых решений половина территории, на которую претендовало созданное независимое албанское государство, от 30 до 40% всего албанского населения, были исключены из состава созданного княжества Албания. В частности, населенный албанцами край Косовский Вилайет был передан Сербии, а большая часть Южной Чамерии Греции. Что касается греко-албанской границы, великие державы вмешались только тогда, когда Австро-Венгрия и Италия запретили грекам занять Влеру, после того, как греческий флот обстрелял город 3 декабря. В результате ни одна из великих держав не возражала против уступки Греции такой территории, как Янина. Для определения границы между Грецией и Албанией была направлена специальная пограничная комиссия. Однако, будучи не в состоянии очертить территории на этнографической основе, она прибегла к экономическим, стратегическим и географическим аргументам, в результате чего Лондонская конференция приняла решение уступить большую часть спорной территории Албании. Такой поворот событий послужил катализатором восстания среди местного греческого населения, которое провозгласило автономную республику Северного Эпира. Также обсуждалось положение арамунов. Арамуны, небольшая этническая группа, рассеянная по Балканам. На Лондонской конференции было предложено, чтобы все земли, населенные арамунами, такие как Пинт и его окрестности, были переданы новому албанскому государству для защиты их от греческой и сербской ассимиляционной политики, поскольку Сербия аннексировала Вардарскую Македонию. Такие предложения были поддержаны королевством Румыния. На албанском конгрессе в Триесте арамуны потребовали региональной автономии в составе Албании, но это было отклонено, поскольку арамуны в пределах новых фиксированных границ Албании, исключая предложение о расширении, не проживали компактно. В конце концов, арамуны не были присоединены к Албании и не получили автономию.